Вот отсюда все начинается. Здесь, в ДГТ, вы можете обменять свои иностранные права на испанский. А как это сделать, я сейчас вам покажу. Шаг за шагом. Так что вперед! Если у вас права из другой страны, как, например, у меня, с Украины или с Аргентины, с Чили и каких-либо других стран, которые имеют соглашение с Испанией, то для обмена прав вам не нужна повторная сдача экзамена. Какие документы нужны? Вот чек-лист, без которого вас развернут. Это паспорт, НИИ, оригинал водительских прав, эмпадронамиенто, надеюсь, правильно прочитал, то есть прописка. Медсправка в сертифицированном центре. Фото при необходимости. Необходимо также заплатить пошлину. Размер пошлины уточняйте в данный момент на сайте. Заплатить можно в банке. Конечно, непосредственно принесите со всеми документами и чек. Или, как из моего опыта, оплатить можно в самом ДГТ непосредственно при сдаче документов сотруднику на месте. Нам понадобится заявление. Скачиваем с сайта ДГТ. Здесь все просто. И заполняем. НИИ или ТИЕ, фамилия, имя, дата рождения, адрес проживания, с какой мы страны и так далее. Перед обменом обязательно проходите медосмотры, но совет проходите после того, как возьмете сито в ДГТ, потому что справка действительно 2 месяца. Помните, центр должен быть обязательно зарегистрирован. Стоимость справки 25 евро. Запись ДГТ. Взять сито. Заходим на сайт ДГТ. Для этого в поле поиска нужно бить ДГТ Привада, начать кабинет. Дальше переходим по первой ссылке. Здесь смотрите пермиссо де кондусир, водительское удостоверение. Выбираем Канте де Премиса Эстрахерес. Нажимаем. Выбираем страну. Украина. Открывается следующее окно. Регистр электроника. Вот тут подгрузился другой сертификат. У вас, соответственно, подгрузится или свой цифровой сертификат, либо с помощью клава нужно будет вводить. Здесь еще выбираем права, какой страны будем вводить. Украина. Здесь 2 варианта. Обмен без экзамена, либо категория С и Д, но потребуется еще сдача экзамена. Это, наверное, самое сложное. Из моего опыта лучше обратиться к людям, которые этим занимаются. Берут сито. Заплатить при этом 20-30 евро, в зависимости от региона, где вы проживаете. На приеме проверят ваши документы, резиденция и права. Если все в порядке, дадут временное разрешение. Пока ждете права по почте, можете ездить с временным разрешением, но обязательно возите его с собой. А ждать придется, как говорится на сайте, от 1,5 до 2 месяцев. С моего опыта я ждал где-то около 2 месяцев. Но мой товарищ, он подал на замену прав позже меня и получил их где-то через 2 недели. И еще одно важное. Пишите место, куда придет письмо, потому что оно придет в виде письма. Там, где вы живете, не там, где вы прописаны. Теперь я с испанскими правами вожу спокойно и без ограничений. Так что, у кого остались какие-то вопросы, пишите без стеснений в комментариях. Всем постараюсь ответить. Надеюсь, видео было полезным. Пишите в комментариях, из какой вы страны, и я подскажу вам, можете ли вы обменять права. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео об Испании.